Ох, картошку вчера у Гриши оторвали. Ты обалдеешь. Ух, тихо, тихо, лезвие. Ага. Надо. Надеюсь, ты не весь мешок собираешься. Не, если ты меня вовремя остановишь, то не весь. Достаточно. Чисто на пюре. Вот. Ты что там подсказываешь, она уже снимает. Здравствуйте. Доброго ранку, мы из Украины. Так и да. Друзья, всем привет, с вами Скрип Иван. Привет, мои хорошие. Эх ты, друзья. Мараджан. Всем шалом. Не мерзни, родненький. Сегодня погода такая, что именно то, что надо. Мы приготовим теплое, замечательное, вкусное и, самое главное, классическое блюдо. Короче, горел сарай, гори хата. Мы именно у нас, как это, серия выпусков, что все самое вкусное, это самое простое. Без заморочек, без ничего. Ой, вот что та жареная картошка. Что картошка в мундирах. А сегодня таки что? Сегодня, ребят, бефстроганов. Прекрасное блюдо. Мы его готовили. Классическое. Есть очень подробный рецепт. Прям с граммовкой, с соусом бешамель. Сегодня все будет попроще, как я обещал примерно год назад. Будет очень вкусно все равно. У нас сегодня с грибочками будет. У нас сегодня по-прежнему филе шикарное. По-настоящему без соуса. Никто же не верит, пусть она покажет. Поэтому следите за руками. Ё-моё, ну а я по классике Почем филе, Марат, сделаю нынче? приятно и стану... 500. Хорошо, а сметана на привозе почем? Блин. Садись, двойка. 100 гривен. О, 100. А, нет, молодец. Сдал экзамен. Лисейка, ты будешь помогать или просто аплодировать? Ямы копать. Помогать. Помогать. Хорошо, сынок. Дай папе вот эту вот кастрюльку замечательную. Ой. Что ты там сегодня приготовил? Какой-то супер Марат, нож. что ты делаешь? Убери вот этот позор. Ванечка. Это, конечно, елки-палки. Те, кто знают, сейчас сразу скажут: Липован, ты красава. Ваня, братуха, подарил, короче, Николаев на связи. Цвиллинг. Да я говорю, на, попробуй. Это шо тоже ты? шикарно режет. Ты оставь, ну я же его подводил, а этот я вообще не подводил. О, ну все. Ставить? Беру Ставь. свои слова обратно. Давай, ставь. Это именно какой-то масло. хирургический нож. Ты Просто можешь и масло. вдоль, и в поперек. Но это именно филейник, размер такой, что подавай быка какого-то. Ну как он зачищает мясо? Что он с ним делает? Ну, это просто... Это для этого и Ну, предназначено. это настоящий цвиллинг. Я до того, как Ваня мне позвонил и подарил его, я даже не знал, что такие бывают. Короче, Марат исполняет этим шикарным ножом спагетти из мяса. Ну, а я, как обычно, буду чистить картошку. Так, куда мне тут? Опять стола мало, бабе Кате забыл позвонить. Слышь, я звоню как-нибудь и все равно попадаю на привоз. Алло, баб Катя? Ага, долго отвлекать вас не буду. Давайте, чтобы ваши ручки не болели, держите их в тепле. Угу, поближе к карасю туда. Ой, елки ты палки. К тепленькому. Все, целую, обнимаю, мы начинаем готовить. Что мы готовим? Баб Катя спрашивает: подтяни ухо сюда. Бефстроганов. Ухо Алексей. сюда подтяни. Бифстроганов. Ёшкин ты кот. Замерз ребенок. Все, целую ваши ручки. Тебе чистить картошку? Ты ее будешь варить, давай? Договорились? Все, чистить дело такое простое. Тогда Просто... есть еще одна чистилка у нас. Пусть чистит, стоит человек. Катюша, А, ты хочешь, чтобы мы тут околели на этой улице? Не, если у тебя нормальный, ты в купальнике выступаешь, так что я... Мы можем и до августа месяца это делать. Просто сейчас Елисейка станет, и мы немножечко часа на 2 затянем наше мероприятие. Давай сначала сюда, отмерим сколько надо. Картошка беллароса. Беллароса даже... Эх ты, Катюня, иди сюда. Я тебя сейчас дико попрошу. что? Ходить. Ходи. Так вы тут стол поставили, куда мне ходить? Ну я не говорю прыгать. Туда-сюда, Ходить туда-сюда. надо. Как там? Доктор сказал ходить. И вот я и ходю туда-сюда. Вот так вот и ты. Бегай, снимай что-нибудь красивое. Мороз Давай. стоит, замерзла, елки-палки. Вот ты как это тоже мне. Ты не выспался, Галя, Сереж? О. Бубнишь. я не бубню. Я к тебе, любя, обращаюсь как к оператору. Работа у тебя такая. Вот это называется штатив, вот то. А вот это именно уже с душой, когда человек порхает, летает, жалит, как пчела. Ну, это она своими шутками, понял? Да. Свою картошку зеленую немножко. А она к солнышку лежала боком. Но это зеленое надо счищать, понял? Почему? Ну, оно горькое и немножко ядовитое. А перед посадкой картошку специально высыпают вот так вот во дворе. На солнышко?
На солнышко, чтобы она лежала, да. Потом эту картошку жук колорадский не бьет, волчок не ест, понимаешь? А то ты можешь в землю это все посадить, а потом весной копать, а копать там нечего. Ну, разве что этих волчков накопал, а они такие пузатые, говорят, спасибо, Липованчик накормил. А кто такой? Как? Кто-кто? Ты что говорил? Как? Волчок? Да. Ну, волчок, медведка есть такой. Короче, будем огород копать? Долгоносик. О, вон лопата, вон огород. Домашнее задание тебе. 6 ям мне нужно. По-любому, в одной из 6 будет этот волчок. Вот найдешь, увидишь, короче, вот что-то вот такое вот с большими лапами крепкими. Позовешь папу. У нас тут есть уже один. Не-не, ты мне зубы не заговаривай, иди копай. Думал, кто быстрее, но с твоим ножом не посоревнуешься. Ёлки-палки, первый мой топорик. Великолепный, замечательный. Короче, режу аккуратненько, да, чтобы сварилось быстренько. Да ты Что что? быстрее приготовится? Картошка или бефстроганов? Одновременно. После всей нарезки, Катя, бефстроганов готовится 15 минут. Это ж вырезка, ты что, ее ж, как это, в некоторых странах жуют прямо на корове, да, даже не снимая. Ах ты что, маслечко домашнее там сегодня есть. Молочка добавим. Короче, все как ты любишь. Ха, молочка. Это хорошо, что я его купила, то молочко. Что ты хвастаешься? Ну, похвали ее. А, такая молодец. Да, Ярочка моя, елки-палки. Я утром встаю, смотрю, ее нет. Навозом пахнет, а ее нет. Пошла подоила. Хоть не козья. Не, она не любит. Овечья, Сережа, специально для тебя. Чтоб ты пил, оздоравливался. Что-то я засопливил чуть-чуть. Погода такая сейчас. Вот когда. Я сегодня утеплился конкретно. Я еще просто не сразу тельняшку с этим переездом зимнюю нашел. Точнее, одну я еще даже не нашел. Где вот та самая зимняя, водолазная? В той вообще можно, там просто тельняшка и трусы. Вообще не переживаешь. Все. Слышь, картошечка у Гриши. Прям точно, что белоросса. Ой, а я вчера какая я там песню пел для картошки? Леди, красная леди, леди Ред. In red. Lady in red. Ред леди, короче, картошка такая есть. Да. Специально для жарки. Вкуснячая. Мне вообще кажется, вот то, что ты покупал, Вот это вот она. это здоровое. Это она и была. Все, просто у Гриши вчера была в миниатюре, а это была то, что надо. Эх ты, Чарбройл, твой выход сегодня и гриль работает, и газовая горелочка. Ты что, и то, и другое можно найти вот вам Инстаграм Грилик с Одессы. Ёлки ты палки. Планча. Сегодня сторону. не твой выход. А? Сегодня, говорю, не твой выход. Фу! Вот удобно, конечно, задумались. Гриль, а вот боковая горелочка всегда то, что доктор прописал. Марат, смотри, я с утра 2 раза пукнул в баллончик, и газ у нас теперь будет. Ты ж нет, ну такой малыш, именно такой маленький. Главное, Просто чтобы не взорвался. шикардос. Да ты что, ты как этот? О, подожди, а что тут? Надо было замочить уже. Давай быстренько кипяточком. Да что ты уже успеем? Ты же знаешь, что это у меня, это ж богатство Карпат. Елки ты палки. Ты посмотри, белые сушеные грибочки. Это счастье. Ну дай понюхать. На, кайфани. Сразу именно окунаешься вот туда, в глубокие Вот леса. много не надо, буквально смерека. вот шампиньончики. Немножко, вот оно такой вкус придаст. Мама, Да мне главное посудинку найти. А, слышь, Николаевич сегодня Марата на привозе ловит, говорит, стоять, на тебе. Николаевич, благодарочка. Такие миски раритетные, 3 штуки в хозяйстве пригодятся. И шо, Марат? Я еще за луковицей. Я буквально вот жменьку. Жменьку больше не Все, и чуть-чуть отлиповано. Вот так вот. И еще, ты посмотри на это счастье, а. Такое ж хочется добавлять регулярно. Ну вот еще один. Блин. Хватит. Идет. Это не буду. А, не будете? Куда вы ее оставляете? Как обычно, мне же надо, чтобы кто-то оставался. Все Мне ясно. кажется, вот видишь, я смотрю, сколько мяса, и примерно столько же должно быть лука, он немножко ужарится, и столько же грибов. Поэтому это будет как бы лишнее.
Сейчас Серега освободит моечку, я помою грибы. Да давай я буду мыть. Ты что-то делай, я все время буду мыть теперь. Хорошо. У меня же мисок этих 3 штуки. Грибы что, все мыть? Или помыть все, а возьмешь сколько надо? Да. Сегодня ингредиентов почти, да и нет. Раз, два, Всё три и все. плюс-минус одинаково. Вот сколько мяса, столько лука по объему, столько грибочков. Хозяйки молодые, это для вас, да. Готовится быстренько, ты что, ваш в шоке будет. Все время будет вас Сегодня благодарить. очень быстрый рецепт. Если в прошлый раз мы заморачивали, сделали по классике. Серега венчиком мешал в бешамель, я помню. Минут 15 стоял. Ну то ж по-французски было там у тебя там это. Все было по классике. Это блюдо, кстати, одесское. Там, посмотрите, кому интересно то видео, это как раз в Одессе родилось. Французским поваром графа Строганова. Но на тот момент он жил в Одессе. В Одессе жил, купался в море черном, знали на пляже все меня. Бенечка мой Куплеты хороший. пел. Бенечка. Мой Играть умел на маленький, мой гитаре. золотой, мой любимый котик. Мы его лечим сейчас, поэтому он такой несимпатичный. Бенечка. Мой хороший, да. Ой, кстати, вот спрошу у людей, может, у кого-то тоже такое было. Кому зубы коту удаляли? Как, прошло потом все? Что ты так на меня смотришь? Если ты спрашиваешь у меня, я не знаю. Я не у тебя, я у наших подписчиков спросила. Ну, так Было и ли спроси, такое у обращайся. котов? Уважаемые подписчики. Уважаемые под- Давай, ты хотела, ты давай. Уважаемые подписчики. Смотрит на меня, такая стоит, как будто бы я знаю. Я же не стоматолог, откуда я знаю? Мы с тобой его лечим, хрен его знает. Ну, должно Да, нам пройти. пришлось удалить ему все зубки, потому что зубы не воспринимал организм. И вот теперь у него заживает рот. Расскажите, зажил Хороший рот, если рецепт у нас у сегодня. кого-то было такое с котом? Бефстроганов. Кстати, я думаю, мы сделаем такой мягкий бестроганов, что даже Беня без Я зубов тоже, сможет кушать. я тоже за это подумал. Мой Не, у хороший него котик. есть, там не все ему удалили. Мой сладенький. Но это пока. Красавец. Все равно он красивый. Посмотри, Катя, какой там у него. поправится, все будет нормально, ничего не надо будет удалять. Ты постоянно, она уже именно Она переживает. задает тон, что пока. Ай-яй-яй. Мой золотой, Скажи, уже да. и хватит, да, поправляйся поскорее. И что, грибочки? У Давидки тоже кеши удаляли. Ой, а я думал, не дай бог, у Давидки тоже зубы не Когда воспринимаются. Кеши удаляли тоже зубы, и все нормально. Он еще после этого прожил 7 или 8 лет. Очень старым. Всё. И у нашего тоже будет все хорошо. Это мой любимец. Сережа говорит, что это мой любовничек. А я знаю, да, это ж у вас все наоборот получилось. Это уже не пылесос. Не, это пылесос. Это пылесос? Пылесос. Вот же. Наверное, пылесос. А ты прям так крупно, да? Нет, я пока подготавливаю, чтобы ты меня остановил, когда и сколько. Не делай сильно тонкие, вот потолще, да. На 3-4 части прям это можешь разрезать. Да ну, тоже будет сосать, именно его надо будет. Мы А его будем именно... долго жарить. Ну, в смысле, я хочу вот грибочки сегодня именно поджарить. Не припустить, а именно поджарить. Так мы с грибов начнем, получается? Или с лука, или с грибов, это не столь важно. Ладно. Быть по-твоему. А у тебя есть любимый нож? Кто? Что? Любимый нож есть у тебя? Любимый нож? Много. Да, любимый нож у тебя есть? Любимый. Все любимые. Понятно. А любимая женщина? Сейчас нарвется. Все любимые. Как там? Так сколько же надо грибов? Неужели все? Я думаю, нет. Если мы добавим еще белые, то не надо все. Но белых там немного. Там белых чисто именно нотка, чтобы именно для аромата, чтобы было именно вкуснячее такое, ну, геть по-богатому из простых Еще продуктов. парочку, тебе один и мне один. Договорились. Ты так красиво раздаешь, и я их так красиво помыл, что я еще один добавлю. Да просто даже на морозе приятно с этими иметь дело. Грибочками. То ли это топор такой хороший. Можно поджигать. С удовольствием. Ох, сейчас станет здесь тепло. Наконец-то.
Слушай, я понял, мне надо срочно к Денису, к Гриликсу. Что тебе опять понадобилось? Чтоб дал вот этот грибок, Уфо. О, это точно. Поняла? Дёня, Да, у них здесь там, он у них там точно всё с пригодится. газом там связано, у них там такие гаджеты. Знаешь эту штуку, Зиму штуковину? обещают холодную, так что приготовь. Прорвемся. Ты что, Дёня, выезжаю. Вот такой парнишка. А вот такой мужик. И что? Всё. Все, друзья. Наливай- Рановато еще. Наливай масло. Немножко добавим этого. Топленого? Да. Ай-яй-яй. Сейчас запахнет пюрешкой. Короче, по-домашнему. Топленое масло. Тоже вещь незаменимая в приготовлении вкусняшек. Ну, Марат вообще любит его использовать. Очень. Так, тихонечко. Смотри, не брызни мне. Я могу ляпнуть, это оно Не же. ляпни. Это же не брызгается. Так. Вот это уже знакомые звуки. А? Смотри. Куль-куль-куль-куль. Что начинается? Что начинается? Пошел, Титаник, пошел. Что? Катюня, тебя? То ее, понял? Как это? Не дождешься, а то не отгонишь. Хорошо Я на знаю, возле когда мне возле что надо тепленького. делать, Серёж. Хорошо на возле тепленького-то стоять? Хорошо, когда красиво. Вот что хорошо. Какая Ты ты знаешь, сегодня я- грамотная. Я люблю все красивое. Именно по этому принципу ты мужа выбирала. Ну да. Что же. Да, Марат, только поэтому. Поверьте мне. Ты же сама сказала. Ну-ну. Ты красавец. А Сейчас что я красиво, сказала? если я представляю, какой ты был. Да, я такой был. А он-то тут при чем? Да я боялся на себя в зеркало посмотреть, елки-палки. Сразу, эх ты, такой, Кучерявый был когда-то? такой. Когда мы познакомились, он уже был лысый, Марат. Да. Да. Блин. Потому что я смотрел фильм «Крепкий орешек» и подумал, а чем я хуже? Нигде кучери не осталось. Ребят, лук не надо зажаривать, его надо припустить. Такой, чтобы он стал мягкий и прозрачный. Ну, Сережа, мешай сразу. Сейчас. Эх ты, воздух не в мою сторону дует. А как приятно. Пахнет хорошо, да? Все, а вот уже начало шедевра. Все будет быстро, вкусно и не больно. А ты, по-моему, не рынданул сегодня. Рынданов. Ребят, я настаиваю, Специально для тех, кто на поезде еще едет. что все обжариваем отдельно. Станция Отдельно петушки, грибы, выгружай мешки. Ну-ну. отдельно лук, отдельно грибы. Это дома очень удобно можно сделать на двух сковородочках. Все отдельно обжаривать. Не бросать лук, в него грибы, потом мясо. Это как бы многие так делают, но только не я. И я вам советую все обжаривать отдельно. Это же не каша белибердаша. Просто Марат был недавно в ресторане и сказал, что ему немножко не понравилось. И говорит, давай сделаем так, чтобы было вкусно. Угу. Да. Навело тебя на мысль. Да. А еще он был недавно в ресторане Я и тебе сказал, хочу что ему сказать. понравился суп, вот этот борщ с нутом и с каким-то фаршем. Поэтому по-разному у Марата бывает понравился. То, что мы будем готовить в субботу. Да. А я не сказал, что ему все не нравится, когда он ходит по ресторанам. Я именно сделал акцент на бифстроганов. Это и подтолкнуло нас приготовить сегодня это блюдо. Просто не каждый шеф может сделать это таки вкусно. Согласна. Я из сожалению. я из своей, ресторанной жизни тоже знаю, что далеко не каждый. Это прям Казалось бы, простое, но... А у нас, я когда работал в ресторане, приходил новый повар, и ему сразу говорили, готов биф. А, проверяли на Строганов. бифе, Да, да? вот чисто на нем. Серьезно? всё. Да. Ребят, Причем, такой есть причем еще- это же уровень, елки-палки, 5 звезд. Есть такой нюанс, не у каждого есть возможности может купить филе говяжье, оно дорогое. Берите любое мясо, только чтобы оно было постное, без жира абсолютно.
И тогда просто, вообще это блюдо жареное. Ну просто немножко надо будет мясо протушить, чтобы оно стало мягким. Вот и все. Разницы никакой, практически не будет. Но вообще правильно, бефстроганов это жареное мясо, ни в коем случае не тушеное. Вы сейчас все увидите. Вообще давай сделаем красиво, а? Сейчас я... Так вот я же за это и хочу, смотри. Уже что-то придумал. Дядь Колины мисочки. У меня есть вот такая вот штуковина. Вот чтобы именно было как надо. стекало. Да. Шумовочка нужна, да? Вот это уже шикардос. Вот это уже шикардос. Катенька, подойди, покажи, в каком состоянии должен быть лучок. Вот такой, еле-еле красивый. Слушай, ну какое же дает топленое масло аромат? Да. Сливочное сразу же, да, такое получается? Даже немножечко лучше. Да. Такое себе богатое, вкусное, нежное, теплое, что-то весеннее. Так, у меня ж и еще одно есть. Специально для грибочков. Разошелся, слышите? О, это ж так вкусно. Я вот эту готовился. водичку, Но она которую нам ты сегодня вылил. не нужна. Слушай, вот то была вода такая. Так, Марат, твой выход. Да шмякай вот так вот. Короче, я отправляю эти грибочки, потом добавим вот эти. Нет, давай по-другому. Давай по-волшебному. Давай начнем с этих грибов. Они сейчас так раз себе скукожились, раскукожились. Я тут маслечко немножечко уже до чистенького вот так По-моему, у вот. тебя там картошечка закипает, Сереж. Уже? Ёбы, ты посмотри, как он работает. Просто какой-то Да? шедевр. Я не ошиблась? Нет. А ну дай-ка прямо этой шумовочкой вот так вот сейчас. Хопача. Хорошо работает горелка, я бы сказал, даже идеально. Значит, хороший газ мы с тобой заправили. Гриль хороший. Да. А газ у нас всегда был лучший, так что я за это и не переживаю. Так, ну все. Давай вот так вот на минималочках пыхти. Маратик, у меня уже здесь ай-яй-яй. Давай. Давай. Катя, посмотри сейчас вот эти вот мокрые распаренные грибы. Как начнут красиво себя вести. Ох, Марат, слышь, подержите меня там сзади за спину. Вот это уже такой сразу же ворвался. Просто прелесть. Чуешь? Конечно, чую. Так мы сейчас и масло это обогатим белыми грибами. Все, файно. Все, пошли грибочки. И я еще раз напоминаю, что эти грибочки я хочу сегодня не припустить, а именно чуть-чуть обжарить, чтобы они были обжаренные. Сделаем все, как ты любишь. Катя, как тебе ароматы? Шикарно просто. Это мое любимое блюдо. Да ты что? Да. Помнишь, мы когда с тобой Еще познакомились? миллионов, Кать. Да, что? Я все время кушала бефстроганов. Помнишь? Не помню. А потом что случилось? А потом ты, как это, перестал готовить? Потом ты начал жарить Нет, на карасей. самом деле я в ресторане ела его. А потом Серега начал жарить карасей. Да, она до меня просто ходила по ресторанам. А потом заимела свой и уже никуда не ходит. Домохозяйка. Ресторана хозяйка, я бы сказал. Ты, хозяйка, иди-ка по яму себе, елки-палки. Нет. Под эти пионы. Я сейчас тебе эти палочки втыкну. Куда их? Давай, втыкай.
На самом деле, я пока буду грибы делать, пойди покажи мне где. Это Хорошо. я буду сейчас, Марат тут будет пробовать, а я буду копать ямы сейчас. Договорились. Что там их копать? 60-60 на 60. Вот елки-палки. Хорошо, хоть не там 60-90-60. Маратик, слышишь, я тут мешаю, короче, на морозе всю эту штуку, и дурное в голову лезет. Я понимаю, что мы сейчас только что сделали из жменьки шедевра. Целую много шедевра. Да, Сейчас потому их что берешь, этот аромат передал. сушишь, короче, да, и у тебя получается белых грибов очень много. И идешь на базар. Боже мой, какие красивые стали эти шампиньоны ваши, посмотри. Ёшкин ты кот, как он льется. Лимай. Давай. Слышишь, они там по очереди к нам приходят. Кто? Ага. Калюша. 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 Катюша? А, Катюшенька? Калюша красивая. Катюшенька? Что, Катюшенька. Открой ты двери. Да ж покажи ж ты людям, тем, кому нравятся коты, по-человечески. Что ты за стеклом, Ты да за моя стеклом? девочка. О, Калюша красивая. а я пока эту ингаляцию Калюша, картофельную сделаю. Марат, Калюша, это же, Катина полезно. девочка. Ай, красотка. Калюша. О, ты бачишь? Кстати, да, знаешь, даже это Аж мы ДБ целый спотели. шкарлупу вот так варили, тоже почищенная. И делали Нельзя на ингаляцию, на улицу, самом деле. Не, бабушка у нас нормальная Нельзя была и на давала улицу. именно картошкой понюхать, подышать. Настоящий. Да, ты сейчас сливаешь, все, потом бушлатом тебя накрывают, и ты гасаешь. А через чайник ты содой не дышал? Дышал. Что, дышал. Тоже воздухом ингаляция, да? Так, я вылавливаю. или грибами? Ты, кашковед, иди сюда. Иду. Опача. Все? Ну как усё? Мяско теперь, да? А потом смешиваем. Остались мелочи. Ой, как они нежно шкварчат. Да, у нас сейчас получилось, как будто бы у нас белые грибы и свежие, и сушеные. Мы вчера были на базаре, и такие грибочки там есть. Да. Вот что-то были за грибы, когда продавались много, целой горой. Лисички опять А, Я лисички, подлетят, они нет. не лисички маленькие. Подосиновики, что там они там? грудь, Вот о грузди были. Нет, это не грузди. Вот же елки-палки. Не отгадал. Маслята. О, Маслята? Блин, а что же мы не взяли? Надо было свежих маслят туда добавить. Ё-моё. причем они в одном месте только продавались. Что, Марат, я даю немножко газу Давай немножко газа, немножко масла чуть-чуть. топленого. Фу. О, шедевр. Сковородка вещь незаменимая, да? Идеально. Что хочешь. Мне кажется, что в ней даже уху можно сварить. Ну так, аккуратненько. У меня коты, будете смеяться, побили все сковородки. Как это? Ну, переворачивали, они... Елки ты там, палки. там ударено, там уже неровно стоит. А у меня же индукция. И она вот так уже качается, эта сковородка. Короче, надо сковородку. Срочно. Предлагаю тебе или сковородки сюда миграцию сделать, или котов загоняй ну их в баню. Для газа они еще хорошие, для индукции уже нет. Елки ты палки, а? И что тут стекло? Тут вообще вот это вот не масло, а капли нектара. О! Элементы водички. Ну что, маэстро, ваш выход. Только ты не кидай, аккуратненько сделай. Я буду Давай, Класть, давай. да, правильно? Да, клади. немножко. Обкладывай нашу сковородочку. Не мешаем, ребят. Подожди, а огурчики? Не, огурчики в прикуску, не надо сегодня нам. У нас хватает грибов сегодня. А, я бы хотел хоть пару штук. Не-не-не. Их надо, во-первых, до этого протушить, чтобы они стали мягкими. Просто у меня же есть. Я уже знаю, что у тебя есть. А я же хочу, чтобы уже не Ой, было. Вот те, что прислал этот... Юра? Юра. И те тоже остались. вот те сейчас нарежем, это просто бомба. В прикуску, да?
Конечно. Юрочка, спасибо тебе еще разочек. А ты видел, сколько людей писали? Дайте номер Юры, дайте номер Юры, дайте номер Юры. Юрин, номер дайте, хотим капусту заказать. Юра, не знаю, как капусту, но рецепт хотя бы людям расскажи. Ловите, Юра Борисполь. Ой, вот такой человек. Пообщайтесь, кайфанете. Золотой мужик такой, ну, именно душевный, наш, настоящий. Что еще? А еще очень много людей просило рецепт вот этих помидор. Юра, ну, не жадничай. Или скинь нам, да мы приготовим. Или лучше, короче, звоните Юре. Вот у того секретов нема. Все расскажет. Кстати, где они? Иди сюда, моя Камора. Ой. Марат, Диан, это А ж... я стою тут мучаюсь, чем запить, ты понимаешь? А что, будешь рассолом прямо запивать? Закусывать. Закусывать, извините. Ребята, Огурцы. что самое интересное, капуста прям хрустящая, и она с привкусом огурцов. Это какой-то уникальный. Я первый раз И в то же жизни самое такое наоборот. попробовал. Да. И это просто, ну, для меня это просто идеально. Ну хватит, Сережа. Ты что, не видела, как Марат Это ж к закусывает? столу Марат сказал. Что? Куда ты столько? Мне не жалко. Прикуску. Мы же скоро приготовимся. Да. Ну, так а что вы это? Так, уже чувствую, пора. Огонь сильный, Серега. А я играю, понял? Я чуть-чуть так, немножко так. Сильный, сильный, сильный. Прямо сильнючий, Прямо как вок. да. О. Разогнали и опять в кучу. Слушай, жаришь мясо, а пахнет грибочками. Да, потому что масло, Масло, пропилито. масло сильнючее получилось. Я бы добавил пару огурчиков сюда. Ну так Не, надо было их протушить. Ну то так уже. Не надо вот и Ладно. грибы, и огурчики. Зато будут Ладно. нежные такие. Не, прикуску ты хорошо сказал. То, что надо. Ты не кашляй нам в кастрюлю. Ё, ставила картошечка полезная. Легализованная. Не. И что, а чем мне? Вот у меня же где-то что-то еще есть по-любому. Бам-бам-бам-барам, бам-бам-барам, барам-бам-бам. О, ты меня напугал. А что ты отворачиваешься? Я елки-палки? засмотрелась. Так. А ну-ка, хозяйство мое. Надо тут набить гвоздей, крючков и все развесить. Марат, он везде хочет набить гвоздей, слышите? Набить гвоздей. Вот он хочет везде бить гвозди. Там у тебя очень красиво получилось. Планки для ножей, вот это для инструментов. Кухня шикарная. Вам понравилось? Дюшка, Очень. отойди, моя хорошая, от пара. Весь огород Я должна в сейчас твоем сказать распоряжении. иго-го. Немножко галопом, да, вот так вот. Все. Мед. Пюре готово. Слышишь, а ты вчера... Еще не пюре, это а ты сваренная вчера... картошка. Пюре Ладно, оставим хорошо. потом. Хорошо. Ты вчера спросил есть, а я тебе сказал, что да. Ну, теперь надо в этом бардаке найти. Я сейчас принесу. Ты знаешь, где... Да. Давай. Ну да, кому как не ей. Тьфу. Тую. Все. Спасибо. Глубоко уважаемый гриль. Выручил. Так, водичку слил, но не до конца. Немножечко А оставить. некоторые желток еще добавляют в пюре, вы знаете? Катенька, у нас сегодня без строганов будет соус. Нету смысла сегодня добавлять пюре. А я и не люблю.
Я тоже. Как делают некоторые? Ну, просто не люблю, когда желток там. Опа! Опача! Ингаляция подъехала. Ты шо? Такая, короче, это Кате приданная. Я Да, ее когда папа брал. еще варил. Ага. Ага. А ты меня не брал. Короче, мама ее передала. Говорит, вот тебе Катя, и держи толкушку. Тебе пригодится. Она у меня такая, что Одна. мама дорогая. Ну давай, начинай. Сейчас надо масло туда, пока горячее. Беги в Запорожье за маслом. Вот оно. Олечка. А, уже сбегала? Олечка, спасибо вам. Ты У нас шо, еще Марат, резерв есть. это такое масло, такое масло. Такое вкусное. Вы Очень пробовали? вкуснячее. И это еще не пробовал. Ребята, не реклама, а рекомендация. На самом деле кайфанете, если такое попадется. Как раньше. Да? Удивительно. Ой, ну по цвету прям видно, да, все хорошее. Ой, пахнет счастьем. Чпук. Слышь, как по маслу. Дал бы кусочек ну-ка. Марату попробовать. Да, ну ему надо. Попробует, куда денется он. Хочешь, Марат, забери это себе, у нас еще один пачка есть. Если я не ошибаюсь. Да? Не знаю. Или мы маме отдали? Ну, одну отдали. Все. А там? Так, ну да, Что там? пора забросить вот это все, ребят. 6-7 минут мы жарили мясо. Ага. Возвращаем туда грибочки, лучок. На мать теперь никакого большого огня. Самый маленький огонь, который у вас есть. 2-3 минуты и будем добавлять сметану. А, как сказал. Прям как луча на повороте. Тенор ты наш. А посолить там, поперчить все эти Это дела. все сейчас делаем, да. Вот так вот лучше. Слышишь? Посолить, поперчить. Фу, елки-палки, я ж воду не посолил. Серьезно? Да. А, это тебе сверху прилетело, Сережка. Ты гнал с меня с воды с вареников. А что ты глумишься? Чё Скажи, глумлюсь? любимый, никогда не поздно, добавь сейчас. Конечно, А ты именно любимый. только и ждешь, елки-палки, чтоб я где-то Потому что ты столько раз. завалился. А на воду не посолила, а на воду не посолила. Хотя я ее посолила. Я сам, честно говоря, забываю. Когда А потому что так вкуснее. Да, пожалуйста, ради бога. Можно и в тарелку посолить, тоже у меня проблема. А мне папа вообще тоже солил. Он чуть-чуть присаливал воду, а пюре крупную соль. Крупную прям клал. Или ложил. Марат, перестань ты, родненький, заморачиваться, елки-палки. Бздынь. Все, и детям еще на кашу осталось. Ох, что это за пюре, что это за пюре будет? Надо еще помять, Сережа. Катюша, я еще не закончил. Ну, а поумничать мне надо? Ладно, Надо. хорошо. Я немножко чесночка. Обязательно, обязательно. Так прям. Слышишь, я сейчас так голову повернул, увидел огурцы и подумал, а если их меленько только вот нарезать соломочкой и прямо у пюре добавить? Ох, как это вкусно одновременно. Но это совсем другой рецепт. Я люблю в пюре добавлять, знаете что? Мелко-мелко поджаренный бекон нарезать, мелко-мелко-мелко крошкой. Серьезно? прям И в пюре, да. Да. Это очень- А я тоже люблю фантазировать. Просто у меня бекона нет. Слышь, давай детям сделаем приятно. Что? Бургеры приготовим хорошие, ручные, домашние. А, вообще С беконом, с яичком, там именно шмяк-шмяк-шмяк. Есть это? Камора. Это вы о чем, Марат? Это пресс для делания бургеров. Мне в Израиле оставил, что Я как знал, это Инночка и вся ваша семья именно с Голландии, с Нидерландов прислала. Я не знаю, сколько уже времени прошло, но вот эта вот штука ребятки просто у солят, меня такие есть. чтобы не забыть, как Сережа. Ага. А Сережа, поперчить? иди Поперчить обязательно.
Мне картошку. Картофель. Ты, если не угомонишь свой пыл вот это по отношению ко мне, то будешь на самом деле копать вот эти ямы сама. А чего Ну, ты меня хватит уже. пугаешь ямами, скажи, пожалуйста? А что ты на меня вот это Где тут открывать? насела и не слазишь? Просто соскучилась за тобой. Смотри, ищешь руками самый мягкий уголок и рассасываешь его. А надо томат добавлять, Марат? Да, чуть-чуть, ребят, смотрите, совсем чуть-чуть томата добавляю. Тут 70 грамм на все вот это вот мясо. Еще чуть-чуть кисонько. Там уже я уже поперчу. И поперчик. И сразу мешать. Странно, что вы томат сегодня не обжарили, Марат. А сейчас он обжарится, все равно у нас тут все прекрасно. О, Сейчас все на маленьком огне, ребят. Все на маленьком. Мясо у нас уже готово. Чесночок сейчас припустится. И будет нам счастье. ты что, мне гуманисты миксер уже завидует. Марат, ну попробуй, это пушистое пюре. Ой, как месье француз. Что, песня? Ну и ты попробуй. Я забыл. Да мне бы хватило и так. Нет, там возьми, как ты... Я думала, ты мне... Ой, облизать дал. Я дал... От души дал. Не, ну чтобы два пальца себе засунуть. Ребят, давайте. Дал попробовать, ай-яй. Очень вкусно. Да? Не благодарите. Давай что? Огонь маленький, самый-самый маленький, который может быть. Ну вот он там еле-еле один контур работает. Вводи. Открывай. Хочешь я, хочешь ты, давай. Сметана, вот она. Чпунь. На тут. Тихо, это же, Домашняя с привоза. блин, настоящая. Танку берите жирную, здесь вот с этим не надо. Вот, так как у нас сегодня не бешамель, а простая сметана домашняя. Усю? Ну, тут 750 грамм, я думаю, что да. Это точно не сливка, Марат? Нет, это сметана Ты такая жирная. посмотри. Ой-ой-ой. Не, давай точно всю. О. У меня если бы язык влазил, я бы там все сейчас там уработал. Дай, Катя. Нет, это мою маму надо позвать, Марат. Вот вы бессовестные. Слышишь, и что, саркофаг, так и оставлять этот? Вот дай минутку, пусть так полежит, чтобы она потихоньку туда входила, чтобы она у нас не свернулась, не дай бог. Я дам чуть-чуть огоньку, пусть пар немножечко ее растапливает и делает ее уже такой себе изящной, и она потихонечку проникает куда надо. О, вот это уже начинается разговор. Серьезный. Надо тарелочки, наверное, Все, готовить. бросаю карасей, шпаклевщики пойду. Шпаклевщик уже может помешать. Давай. Всего 70 грамм томата уже дало такой розовенький нам цвет красивый. О, Марат. Слышишь, тебя бы точно взяли в тот ресторан, где я работал. Все, буквально 1-2 минуты и выключай. Я за тарелочками? Конечно же. Вот сметанка разошлась. Ёшкин ты кот, прямо растеклась и расплылась.
Готово. Тебе хватит, Марат? Хватит. Ну, давай еще чуть-чуть, а то Хватит. опять будут говорить, что ты голодный уехал. Что ты хочешь, тебе надо, вот тебе на. Вышивай. А я по-домашнему вот с такой тарелочки люблю сразу перемешать. Чтоб соус попадал вот сюда. Понял? Эти пасеки. Мое ты пюре. Так, чтобы не остывало. Что дальше? Насыпай. Потом постираешь. Так, что? Хе-хе-хе. Мама дорогая. Ты ювелир, я сбоку, с краю, куда тебе насыпать? Посередине. Вот прям посередине можешь. Да. Вот так вот? Вот так. Еще одну ложечку? Еще пол ложечки. Ты что? Оператор, попрошу заметить, ты посмотри. Что за сок? Я даже грибочков не пожалел. Все, как ты любишь. От души, Марат. Себе я по-простому. Потому что это я люблю есть и днем, и ночью, и как угодно. И на завтрак бы ел. Ох, соуса побольше. Мне, значит, он говорил, Юрины огурцы в прикуску. Ага. А себе он там... Так он и тебе нарезал? Мне кажется, что он устраивается к нам в ресторан на работу. Марат, ты принят, все. Шикардос. Да я вот так вот нормально сейчас помакал и высунул. Марат, уже кушать пора. Дегустация. Это ж французская кухня? Одесская. Чисто одесская. Потому что все французы из Одессы. А тут ничего так, ты знаешь. Сейчас капнет, ляпнет. Какое ты слово еще знаешь по-французски хорошее? Доширак. Ребята, Так и да. грибочки, конечно, сделали свое дело. Особенно белые. Вкус получился идеальный. Мне, как всегда, чуть-чуть соли не хватает. Я себе посаду. Даже с соленым огурцом. Катюня, Ты хочешь меня угостить? настоятельно тебе рекомендую хорошенечко раздвинуть. Чтобы вот такое не ляпнуло мне на лохматку на телефон. Давай, засовывай хорошенько. Глубоко. Фильмоскоп убери такие дрени фени, я ж не в него пихаю, а в тебя. Попробуй. Бесподобно. Не хочу огурчик. Мне нравится шелучок, поскрипывает. Мясо тает во рту. И соус такой прямо сливочно. И все это вяжет пюре. Как это? Объединяет. Тебя Марат Деля что-то спрашивал. объединяет. Все, уже французский в голове пошел. Зелень? Да. Да что ты как этот. Что, мало? Он хотел нежности, Марат. Так, Марат здесь при чем? Зеленый лучок тоже хорошо играет здесь. Бесподобно, да? Очень вкусно. Сумасшедшая еда. Просто Сама нежность. Вот момент такой обманчивый. Ты это в себя вводишь и понимаешь, что там не хватает этой кислинки. Но тебя выручает Юра из Борисполя. О! Вот теперь, вот как это? Вот теперь все музыканты в этой яме оркестровой. Короче, друзья, от души, с хорошим настроением для вас сегодня. Ха-ха! Марат сделал элементарно простое блюдо. Но незабываемо вкусное. Правильно? Все. От всех девочек, которые будут готовить своим мальчикам, тебе огромное спасибо. И воздушный поцелуй, но это лично при встрече. Всем пока-пока. Чао.